В полумраке старинной церкви, освещенной только мягким светом свечей и блеклыми лучами солнца, пробивавшимися сквозь витражи, стояла маленькая девочка. Ее звали Лили. На ней было скромное платьице с кружевом по краю, волосы аккуратно завиты. Она стояла одна в самом центре прохода между скамьями с ладошками, сложенными в молитве, и тихо шептала слова, понятные лишь ей и Богу. Позади, на расстоянии в несколько рядов, сидела ее мать Элизабет. Женщина с прямой осанкой в изящном розовом платье казалась одновременно и сильной, и уставшей. Она всегда была такой. После того, как отец Лили исчез из их жизни, тихо, без слов, без писем, Элизабет жила только ради дочери, жертвуя всем, чтобы Лили чувствовала себя любимой и защищенной. Но тишина по ночам и одиночество в ее глазах никуда не исчезали. С другого края церкви, в стороне, где свечи горели чуть ярче, сидел мужчина. Его звали Джонатан. Богатый, но потерянный человек, уставший от мира, в котором деньги покупают все, кроме настоящих чувств. Он приехал в этот город в поисках покоя, а вместо этого нашел пустоту. Церковь стала для него единственным местом, где он чувствовал хоть что-то похожее на смысл. Когда Лили прошептала «хочу, чтобы у мамы был папа», она не знала, что ее слова, слабые и невинные, словно колокольчиков звон, услышал именно он. Джонатан не двигался. Он просто сидел, впитывая тишину и эту просьбу, сказанную с такой чистотой, что сердце жалось. Он не знал ни Лили, ни Элизабет. Но в тот момент ему показалось, что знает их всю жизнь. Не из разговоров, не из рассказов, а из той боли, которая отражалась в лицах. Это было как знак, слишком точный, чтобы быть случайностью. В последующие недели он начал приходить чаще. Ненавязчиво. Просто сидел в тех же рядах, чуть ближе. Иногда кивал Элизабет, иногда улыбался Лили. Они замечали его, но ничего не спрашивали. Все происходило так, как происходит рост дерева, медленно, тихо и естественно. Скоро Лили начала ждать его появления. Не потому, что он приносил подарки, он не приносил, а потому, что в его взгляде было что-то теплое и надежное. А однажды, когда он подошел ближе, Элизабет впервые за долгое время улыбнулась невежливо, а по-настоящему. Так началась история, которая не имела громкого начала, лишь шепот в церкви, услышанный сердцем того, кто был готов стать ответом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.